Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами говорим о новых сливах HyperOS 3. Если же предыдущие такие инсайдерские информации не особо внушали доверие, все то, что появилось вчера, выглядит весьма очень даже реалистично. И плюс, что еще интересно, разработчики опубликовали новые версии стоковых приложений, в которых также можно заметить некоторые наработки на HyperOS 3. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Первое, с чего мы с вами начнем, давайте рассмотрим вот данный скриншот, который у нас, как утверждается, из закрытой бета-версии HyperOS 3. Вы мне можете сейчас сказать, что такое вообще в принципе закрытая бета-версия HyperOS 3. Это как бы прошивка, которую где-то уже слили, ее можно попробовать, к сожалению, нет. На сегодняшний день это очень такой, знаете, далекий такой сектор или далекая ячейка в плане тестирования, и не каждый сможет попробовать, даже там вплоть до блогеров. То есть нам придется ждать, когда появятся непосредственно ссылки, чтобы эту прошивку установить. Из того, что мы видим с вами на экране, во-первых, это новый статус-бар. Он у нас отличается от того, что был вот в HyperOS 2, в HyperOS 1. Ну и плюс мы можем с вами наблюдать небольшие редизайны ярлыков на рабочем столе. Ну и плюс, в принципе, сама компоновка и даже часы также у нас немного подверглись изменениям. В комментариях в Телеграме мне написали, что это тема, и ее можно где-то там найти, поставить, ну и т.д. и т.п. Но, по правде говоря, я склонен считать, что этот вид будет по умолчанию в HyperOS 3. Почему? Потому что в HyperOS 1.2 особого не было редизайна ярлыков на рабочем столе, и разработчики хотят немного как-то это все добро улучшить. Плюс, как вы знаете, компания Xiaomi немного уподобляется бренду Apple и старается следовать за ними. Так что вот в данном моменте нас будут ожидать весьма приятные новости. Но мы с вами идем дальше. Еще один скриншот, который появился буквально вчера, он свидетельствует о том, что у нас якобы появляется новое меню в системе. Но по факту этот раздел у нас называется как чтение, редактирование, уведомления, в общем как-то так. И на глобальной прошивке он у нас, конечно же, присутствует. В Телеграме я изначально опубликовал об этом информацию, но когда пользователи написали, что как бы-то не совсем это новый раздел, пришлось данный пост снести. И вот сегодня в видеоролике я вам об этом проговариваю, что вы без всяких проблем можете в настройках своего смартфона данный раздел найти, в него зайти и там просто получается выставлять разрешение для уведомлений от каких-либо приложений. Почему в принципе на этом скриншоте делается акцент? Возможно, его как-то переработают в плане функционала. То есть на сейчас мы только с вами можем наблюдать непосредственно сам скриншот просто без захода в какие-либо разделы, ну а там уже по факту будем смотреть, что разработчики. Но так, если смотреть на ту же глобальную прошивку, этот раздел есть у нас и сегодня. Ну а следующая информация касается тех, кто ждет третий стиль отображения объектов в недавних. Про что я? Как вы помните, где-то зимой 2024 года, или это вообще было в 2023 году, компания Xiaomi пуляла некий такой опрос для своих пользователей, в котором они написали: как вы думаете, было бы неплохо внедрить третий стиль, как в iOS, к примеру, и дали там некоторый выбор. Понятное дело, пользователи за это проголосовали, и многие ждали, когда же разработчики это реализуют. Проходило время HyperOS, прошло время HyperOS 2, и как бы никаких телодвижений и каких-то сдвигов нет в этом вопросе. Но вот сейчас появилась уже инфа из исходного кода будущих стоковых приложений, что этот стиль у нас должен появиться. И это, знаете, не просто там что-то кем-то было написано в фотошопе или подделано, и это действительно реальная информация. Так что если все-таки это дойдет до релиза и если это будет реализовано, это будет очень круто. Еще один момент, который также стоит ожидать в новой HyperOS 3, это у нас улучшение в плане галереи, ну и искусственного интеллекта. Данный же скриншот нам говорит о следующем, что у нас будет появляться новое меню настройки AI альбомов в галерее. Как оно будет работать в принципе и как оно будет всю информацию, ну скажем так, между собой сопрягать и вообще в принципе, что оно будет из себя представлять, пока сложно сказать, но я думаю, что какой-то искусственный интеллект для сортировки фотографий, еще для каких-то телодвижений будет присутствовать. И это также будет очень удобно.
И самое вкусное и интересное я оставил напоследок. Это стоковые обновления. Компания Xiaomi вчера так опубликовала, знаете, невзначай, новые версии для приложения часы, калькулятор, компас, диктофон и еще для чего-то. Так вот, получается, у калькулятора, у диктофона, а также у часов версия повысилась на 1 единицу. То есть часы там были 16.41.0, стали 17.3 что-то там. И допустим, в тех же часах поменялся ползунок регулировки громкости, и который свидетельствует о том, что такой похожий стиль будет в принципе в новой оболочке от Xiaomi. Ну и плюс по всем этим приложухам подтянули немного анимацию. Если вам эти приложения интересны в плане того, чтобы их себе установить, вы это можете сделать без проблем по ссылкам из описания под этим видео. И также не забывайте, что установка стоковых приложений нынче с помощью приложения Проводник, ну или же через загрузки. Что же, друзья, наконец появилась куда более интересная информация по HyperOS 3, нежели это было до этого. Честно сказать, я в предвкушении всего этого хайпа, всей этой движухи, потому что хочется какого-то, знаете, драйва и какого-то сдвига с места по оболочке HyperOS. Потому что все те фишки, которые сейчас разработчики добавляют, это, ну, назовем это так, было до этого. И то есть все то, что они когда-то там убирали, выключали, они сейчас это возвращают. Но от новой оболочки я жду чего-то нового, что в принципе отсутствовало ранее и что реально нас с вами заинтересует и заставит на нее обновиться. Но чтобы не пропускать всю самую интересную инфу по Xiaomi и HyperOS, не забудьте подписаться на этот YouTube канал, если вы этого еще не сделали, поставить уведомления о новых видеороликах на канале и переходите в наш телеграм-канал. Там также много всякой интересной и полезной информации. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.